Паровоз весом 500 килоньютонов, сцепленный с двумя вагонами по 200 килоньютонов каждый, начинает двигаться с ускорением 0,2 метра за секунду в квадрате. Сопротивление движению составляет 0,5 веса состава. Определите силы, действующие на паровоз и на каждый из вагонов, и силы натяжения в сцеплениях. Чему равнялись бы эти силы, если бы состав двигался равномерно? Считать G равно 10 метров за секунду в квадрате. Вес паровоза P равно 500 килоньютонов, вес вагонов P1 равно 200 килоньютонов и P2 тоже равен 200 килоньютонов. Движется с ускорением А равно 0,2 метра за секунду в квадрате. Сила сопротивления равно S равно 0,005 состава. Имеется в виду сумма этих весов. Итак, нужно определить силы, которые действуют на сцепки и на вагоны. Это паровоз, вагон первый и второй вагон. Второй вагон – это первый. Поскольку здесь дана сила сопротивления, что она равна 0,5 состава, можем сказать, что сила сопротивления Fs равна 0,005 P плюс P1 плюс P2. Можно написать, что равно 0,005 самого паровоза плюс 0,005 первого вагона и плюс 0,005 второго вагона. Каждая из этих сил – это сила сопротивления паровоза, это сила сопротивления первого вагона, это второго. Известно о том, что движется с ускорением 0,2 метра за секунду в квадрате. Сразу можно пересчитать, какие же это силы сопротивления. Можно сказать, что это сила сопротивления F. С второго вагона сила сопротивления, которая действует в противоположном направлении. Это сила, которая действует на первый вагон, и сила, которая действует на сам паровоз. Сопротивление паровоза. Они действуют в противоположном направлении движению состава. Их сразу можно определить для того, что они нам потом понадобятся. Итак, сила сопротивления второго вагона мы можем написать таким образом. F сопротивление второго вагона равна чему? Равна μ умножить на вес. Ну вот это 0,005 умножить на P2. Это будет 0,005 умножить на 200 килоньютонов. Получается 1 килоньютон. Сила сопротивления первого вагона тоже будет такая же. 0,005 умножить на P1 равно 0,005 умножим на 200 килоньютонов. Получаем 1 тоже килоньютон. И сила сопротивления паровоза равно 0,005 умножить на P. Получаем здесь на 500 килоньютонов. Получаем 2,5 килоньютона. Обозначим натяжение сцепления. Это Т2, это обозначим Т1. Получается, что на вот этот второй вагон действует сила сопротивления и сила тяги, которая создает ему ускорение 0,2. Можем сказать о том, что Т2 минус сила сопротивления даст нам масса вот этого второго вагона умножить на ускорение. Можем первое записать таким образом, что Т2 минус сила сопротивления вторая, вот эта сила сопротивления вторая, мы ее посчитали, будет равна P2 делить на G и умножить на ускорение, с которым он едет. Итак, отсюда Т2 сразу равно P2 что делится на G, множится на А, и плюс сила сопротивления 2. Равна 200 килоньютонов, а G нам в условиях задач дано G равно 10 метров за секунду в квадрате. Ну, тут легче считать. На 10 метров за секунду в квадрате, то множится на А, на 0,2 метра за секунду в квадрате. И плюс 1 килоньютон. И мы получаем, если здесь будет 4 плюс 1, получаем 5 килоньютонов. Т2 минус сила сопротивления создает ускорение 0,2 метра за секунду в квадрате. Действует на последний вагон. И вот сила натяжения здесь, сцепление будет равно 5 килоньютон. Теперь давайте посмотрим, какая будет действовать сила на первый вагон. А на первый вагон действует сила Т1, которая тянет. Против него действует сила сопротивления. И еще же она тянет второй вагон. Т2 будет тоже действовать против этой силы Т1. Второе, Т1 отнять. Во-первых, силу сопротивления первого вагона и минус Т2. И это что будет равно? Будет равно P1, что делится на G, и что множится на А. Переносим это все в эту сторону. И Т1 будет равно P1, что делится на G, что множится на А, плюс сила сопротивления первая и плюс Т2 будет равно Т1. Т1 преодолевает силу сопротивления собственную и еще тянет за собой второй вагон и создает ускорение для первого вагона. Можно подставить сюда значение P1 200 килоньютонов, что делится на 10 метров за секунду в квадрате, множится на 0,2 метра за секунду в квадрате. Уже не говорю о том, что я сокращаю, везде у нас килоньютон. Теперь дальше. Плюс сила сопротивления первого вагона, плюс 1 килоньютон. И плюс еще Т
2, а Т2 мы посчитали плюс 5 килоньютон. Того мы получаем, тут будет 4 плюс 6, итого 10 килоньютон. Т1 равно 10 килоньютон. Посмотрим, чему равна сила тяги в данном случае. Вот это F, который тянет это все. Сила тяги, которая создает паровоз, действует таким образом, что она преодолевает сопротивление самого паровоза плюс еще Т1. Итак, F минус сопротивление паровоза и минус еще Т1 равно P делить на G и умножить на А. Т1 – это сила тяги, сцепление уже получается от первого вагона, Т2 – сцепление второго вагона тянет. Теперь можем посчитать, чему же равна сила F. Отсюда F равно P, что делится на G, множится на А, плюс сила сопротивления паровоза и плюс Т1. Все данные есть, итого получаем 500 килоньютонов, делим на 10 метров за секунду в квадрате, множим на 0,2 метра за секунду в квадрате ускорения и плюс Т1, а Т1 у нас уже готов 10 килоньютон. И это все будет равно 22,5 килоньютона. Получается, что на паровоз действует сила F 22,5 килоньютона, Т2 равно 5 килоньютонов. Значит, на второй вагон действует сила тяги Т2, в противоположную сторону сила сопротивления, чему равна 1 килоньютон. Т1 равно 10 килоньютонов. На второй вагон действует сила тяги Т1, его тянет. Против него действует сила сопротивления, его и еще сила сцепления, которая тянет за собой второй вагон. F равно 22,5 килоньютон. Паровоз создает силу F 22,5 килоньютона, которая уходит на преодоление сопротивления самого паровоза, плюс еще сопротивление паровоза и плюс Т1, которая создает тягу этих двух вагонов. Здесь действует реально три силы. Сила тяги, сопротивления и сила сцепления. Здесь тоже действует три силы. Сила тяги в одну сторону, в другую сторону сила сопротивления и сила сцепления второго вагона. А на второй вагон действует две силы, которые сила его сопротивления и сила тяги. Какие силы действуют при равномерном движении паровоза? Все эти силы действуют, когда он движется с ускорением. При равномерном движении получается, что Т2 должна быть равна силе его сопротивления. Т2 равна F сопротивление 2 равна 1 ньютону. На первый вагон действует Т1 будет равна сила сопротивления первого вагона и плюс еще Т2 равномерно. Получается, Т2 должно быть равна силе сопротивления плюс сила тяги второго вагона. И то будет равна 1 килоньютон, тут килоньютон. 1 килоньютон плюс Т2 тоже 1 килоньютон. Получается 2 килоньютона. Теперь на паровоз, когда действует сила противоположная Т1 и сила сопротивления. F будет равно сила сопротивления самого паровоза и плюс Т1 равна сила сопротивления паровоза. Мы посчитали 2,5 килоньютона и сила Т1 плюс 2 килоньютона. То есть равно 4,5 килоньютона при равномерном движении.